Космические путешественники могут столкнуться во Вселенной со множеством опасностей и неожиданных событий. Все они хорошо известны. Астероиды, радиация, вспышки сверхновых, потоки гамма-излучения. Но кроме этого есть еще одна. Вдруг где-то в пространстве звездолет подстерегают летающие тарелки или какие-то другие инопланетные корабли. Что принесет такая встреча? Земляне будут к ней вряд ли готовы, ведь все это считается нереальным. А между тем число свидетельств об НЛО растет, причем не только от впечатлительных граждан. Самолеты и корабли США все чаще видят в небе неопознанные объекты и снимают их на камеру. Но чтобы в течение 20 минут запечатлеть сразу 3 разных НЛО, это стало сенсацией даже для самых завзятых уфологов. В апреле 2021 года съемку провел офицер F-18 с помощью камеры своего iPhone возле военно-морской авиабазы Вирджинии. Непонятные летающие объекты на его снимках по форме напоминали желудь, сферу и металлический дирижабль. Пентагон подтвердил, что записи подлинные. В ведомстве подчеркнули, что военные нередко фиксируют необъяснимые явления в воздухе. Информацию о летающих тарелках уже 2 раза рассматривали и в Конгрессе США. А если НЛО перестали отрицать в Пентагоне и Конгрессе, это может быть серьезно. Как понимать смену отношения к теме, которую военное командование и правительство Соединенных Штатов Америки до недавнего времени полностью игнорировали? Неужели неизвестная цивилизация наблюдает за Землей и может встать на нашем пути при полетах в космос? Началась история с НЛО еще 1000 лет назад. С давних времен люди сообщали о странных объектах, замеченных в небе. Один из фараонов Древнего Египта якобы видел спускающиеся из-за облаков огненные круги, а в античном Риме сообщали о летающих щитах. Среди американских индейцев существуют легенды о плывущих по небу каноэ. Ацтекские резные изображения показывают бога Квецалкоатла, прибывшего на Землю в змеевидном воздушном корабле с остроконечным космическим шлемом на голове. Подобных примеров можно приводить десятки, но самая свежая находка – доисторические наскальные рисунки в Индии. По мнению местных исследователей, на них изображены гуманоиды и НЛО. Предположительно, этим изображениям 10 тысяч лет. Интересно, что среди местных жителей ходят древние легенды о маленьких человечках, которые спускались с неба на круглой лепешке. С наступлением нашей эры свидетельств о внеземных летательных аппаратах стало появляться еще больше. Массовые случаи настоящей паники по их поводу в Европе приходятся на период с 1561 по 1566 годы. Тогда огромное число жителей Базеля в Швейцарии и Нюрнберга в Германии видели, как что-то необъяснимое летает в небе. А в 1896 году со всех уголков США люди сообщали, что странного вида воздушный корабль кружил буквально над их головой. Никто из ученых или представителей власти не смог объяснить этот феномен. И история продолжала ходить по стране, обрастая множеством слухов и подробностей. Самое известное свидетельство исходило от жителя Канзаса Александра Гамильтона. Он описывал диковинное воздушное судно, опустившееся на его пастбище для коров. Когда корабль наконец улетел, обнаружилось, что он увез одно из молодых животных. Позднее, на расстоянии 5-6 километров, сосед на своем поле якобы нашел шкуру, ноги и голову коровы. Однако спустя время было заявлено, что это газетная утка. Впрочем, после этого интерес к НЛО никуда не исчез, и свидетельства о странных летающих аппаратах в небе появлялись вновь и вновь. Но ажиотаж заметно поутих. Большинство людей стали считать заявления о летающих тарелках погоней за сенсацией. Эта тема вновь заиграла яркими красками во время Второй мировой войны, и на этот раз ее разожгли не просто экзальтированные обыватели, а тренированные и психологически устойчивые военные летчики. Пилоты бомбардировщиков западных союзных сил начали сообщать о странных огненных шарах и дискообразных объектах в небе над Германией и Японией. Американские пилоты называли их фуфайтерами, то есть огненными истребителями. После окончания Второй мировой войны заявления о фуфайтерах исчезли. Однако летчики продолжали рассказывать о странных явлениях в воздушном пространстве. В Западной Европе и в скандинавских странах чаще всего, например, сообщалось о бескрылых самолетах, за которыми тянулся длинный горящий хвост.
Подобных свидетельств стало так много, что власти США вынуждены были послать в Швецию 2 авторитетных экспертов. И что же? Никаких конкретных объяснений явлениям специалисты так и не дали. Но именно тогда наступила эра летающих тарелок. Все началось с рассказа частного пилота Кеннета Арнольда. В 1947 году он увидел цепь из 9 странных самолетов, приближавшихся к вулкану Рейнир в штате Вашингтон. Пилот сравнил необычные летательные аппараты с плоскими тарелками. Они блестели в небе и, как зеркало, отражали вокруг себя солнечные лучи. Арнольд даже измерил скорость аномальных объектов, которая оказалась просто фантастической. Примерно 1900 км в час. Это было намного больше скорости реактивных самолетов того времени. Впрочем, власти это, видимо, не заинтересовало. Они не захотели во всем тщательно разобраться и объяснили слова Кеннета Арнольда просто миражом или галлюцинацией. И этот случай наверняка остался бы рядовым заявлением об НЛО. Все изменило одно слово — тарелка. Оно заинтриговало прессу, и сообщения пилота растиражировали по всему миру. Тогда неопознанные объекты в воздухе и стали называть летающими тарелками. О них поступало все больше свидетельств, в том числе от военных. Вот некоторые из самых захватывающих историй. 1947 год. Розуэльский мусор. Фермер Уильям Брейзель обнаружил на своем ранчо в штате Нью-Мехико какие-то стержни из непонятного металла, куски неизвестного пластика, обрывки бумаги. После того, как он сообщил о находке официальным лицам, с авиабазы ВВС США в Розуэле на ранчо нагрянули солдаты и постепенно вывезли обломки. Пресса утверждала, что это остатки разбившейся летающей тарелки. Однако военные назвали их всего лишь останками погодного зонда. Многие люди решили, что от них скрывают правду. Ширились слухи о том, что военные идентифицировали внеземное происхождение обломков на ранчо Брейзела. И даже захватили там инопланетян. Лишь в 1997 году американские ВВС опубликовали по этому случаю объемный отчет, где все четко объяснили. Обломки принадлежали воздушному шару, который использовался при реализации засекреченного проекта «Могол». С его помощью США надеялись засечь испытания ядерного оружия в СССР. Миф о спрятанных у военных пришельцах был развенчан. Правда, это не помешало Розуэллу стать настоящей туристической Меккой для поклонников паранормальных историй. Даже на официальной печати города изображен зеленый гуманоид. 1951 год. Лаббокские огни. 4 годами позже в американском городе Лаббок 3 профессоров Техасского технологического университета проводили вечер на природе. Взглянув в небо, они вдруг увидели, что там невероятно быстро полукругом мчатся мерцающие сферы. Местные жители тоже видели их в небе. Все очевидцы утверждали, что это было величественное и пугающее зрелище. Как вы думаете, что это вызвало? В это трудно поверить, но всего лишь отражением уличных фонарей на телах летящей стаи птиц. По крайней мере, так объяснили уникальные явления ВВС США. Многие очевидцы отказались в это верить, ссылаясь на то, что огни летели слишком быстро. И вот наступил 1952, который получил удивительное название – «Год НЛО». В то время все в мире будто сошли с ума, наблюдая в небе одну летающую тарелку за другой. Только штаб технической разведывательной информации военно-воздушных сил США в 1952 году зарегистрировал 1500 свидетельств об НЛО. Летчики так часто сообщали о странных объектах, которые видели в небе, что командованию пришлось отреагировать. В марте ВВС создали особую организацию, названную «Проект Синяя книга». Эксперты организации собрали и проанализировали тысячи сообщений о предполагаемых наблюдениях за неопознанными летающими объектами. Самыми яркими среди них обычно называют 3 следующих события. 1952 год. Вашингтон. Горожане обрушили на власти целый поток сообщений об НЛО. Ночью группа неизвестных летающих объектов появилась и на экране 2 радиолокаторов в Вашингтонском национальном аэропорту. Сначала аппараты летели медленно, как бы не спеша, и вдруг умчались с фантастической скоростью куда-то за горизонт. ВВС пытались их перехватить, однако объекты легко ускользали от реактивных самолетов. Объяснить это невероятное и пугающее событие никто толком не смог.
1957 год. Левелленд. Жители этого маленького техасского городка заметили в небе странные огни, мешавшие работе электронных устройств. В это время в их домах начал отключаться свет. Двигатели автомобилей останавливались. Полиция изначально не верила в свидетельства горожан, а затем сама увидела те же самые огни, после чего принялась за расследование. Согласно официальным источникам, причиной перебоев стала шаровая молния и электрический шторм, но в тот день нигде в регионе не было плохой погоды. 1976 год. Тегеран. Местных жителей обеспокоили удивительное сияние и яркие огни в небе. А власти получили множество звонков, после чего отправили самолет на разведку. Но когда истребитель приблизился к объекту, электроника машины отказала, и пилот был вынужден вернуться на базу. Второй истребитель смог подобраться ближе и поймать необычное свечение на радаре, а затем произошло страшное. По словам второго пилота, НЛО выпустило светящийся объект, который издали выглядел как ракета. Самолет приготовился к бою, однако его оружие внезапно вышло из строя. Летчики повернули на базу, и, к счастью, их никто не преследовал. Иран обратился к США с просьбой помочь в расследовании, ведь в небе явно произошло нечто опасное. И опять ВВС США после разбирательства объявили, что волноваться не о чем. Если верить версии американских военных, то практически каждый нюанс инцидента имел логическое объяснение. Яркий свет мог исходить от Юпитера, который той ночью особенно выделялся в небе. Перебои в работе электроники были распространенной проблемой среди истребителей F-4. Наконец, инопланетные ракеты объяснялись метеоритным дождем. Каким чудесным образом три эти фактора слились в единую картину нападения на самолет, военные отказались уточнить. Неудивительно, что многие усомнились в их выводах, и вокруг этого случая быстро множились слухи. Говорили, что в реальности ВВС вступили в контакт с инопланетянами. Только простым обывателям решили ничего не сообщать. И в целом, синяя книга, на которую возлагались такие надежды, многих разочаровала. Проект собрал почти 12 тысяч сообщений об НЛО, но эксперты сделали выводы, что большинство из них были ошибочны. В действительности в небе наблюдались природные явления – облака, звезды, планеты. Также в их отчет была добавлена информация Управления военно-космической разведки США. Ряд свидетельств о летающих тарелках там объяснили полетами ранее засекреченных самолетов-разведчиков Ю-2 и А-12. Лишь небольшое количество заявлений о странных явлениях в небе было классифицировано как необъяснимые. После этих довольно спорных выводов тема НЛО стала быстро обрастать конспирологическими теориями. Все мы о них что-то слышали. Например, о том, что правительство США знает о визитах внеземных цивилизаций, только молчит с целью не пугать население. Что в Пентагоне захватили зеленых человечков и проводят над ними жестокие опыты. Ну и многое другое. Прояснить все могли только в высших эшелонах власти. Но там молчали. Только в 2022 году на поток сообщений об НЛО, в частности от военнослужащих, решил отреагировать Конгресс США. В 2022 году в подкомитете Палаты представителей по разведке прошло первое слушание военных отчетов о необъяснимых явлениях в воздухе. Это был новый термин, который в официальных кругах пришел на смену НЛО. Всего в Конгрессе названо 400 случаев фиксации таких явлений военными, особенно летчиками. На слушаниях продемонстрировали буквально секундную съемку, на которой в небе мелькнуло что-то круглое или сферическое. Видео сделано в 2020 году через окно истребителя FA-18 на большом расстоянии от объекта. Кроме того, на экран вывели ролик, где среди облаков виднелись три загадочных зеленых треугольника. Ранее Пентагон подтвердил съемку военными и других необъяснимых явлений в воздухе. Среди них оказались три видео, которые стали вирусными в интернете и даже получили имена FLIR-1, Jim-Bell, Go Fast. Летчики FA-18 поймали их на камеру над Тихим и Атлантическим океаном. Съемки проведены с помощью передовых инфракрасных модулей ATFLIR, прикрепленных к фюзеляжам самолетов. Приборы оснащены тепловизорами, системами ночного видения и другим продвинутым оборудованием. В 2021 году эти видео представлены в отчете Пентагона о наблюдениях военных за неопознанными летающими объектами.
Тогда спецслужбы проанализировали 144 свидетельства об НЛО, полученные с 2004 по 2021 год. В 80 случаях объекты были зафиксированы несколькими датчиками. При этом в 18 эпизодах сообщалось об их необычной форме, траектории движения, скорости или других характеристиках полета. В отчете Пентагона сделан вывод, что точно идентифицировать объекты невозможно. Для этого мало достоверной информации. На слушаниях в подкомитете Конгресса тоже не пришли к какому-либо конкретному выводу о странных явлениях в воздухе. Но если в небе происходит что-то непонятное, это нельзя оставлять без внимания. Все происшествия могут нести какую-либо опасность и вообще сильно тревожат людей. Так что вопрос оставался актуальным и не исчез из поля зрения Пентагона и властей США. И вот в июле 2023 года состоялись первые в истории официальные парламентские слушания, целиком посвященные НЛО. Во время них прозвучало несколько совершенно сенсационных заявлений. Одно из них сделал заслуженный ветеран американских вооруженных сил, в прошлом командующий элитным подразделением военной авиации Black Aces Дэвид Фейвор. Летчик рассказал конгрессменам, как в 2004 году спугнул в Калифорнии летающую тарелку. По его словам, к тому моменту белый овальный неопознанный летающий объект висел над океаном у южного побережья штата уже почти 2 недели. Когда военные наконец решились подобраться поближе, по всей видимости, их присутствие было обнаружено. И в считанные секунды объект на какой-то немыслимой скорости буквально исчез, нарушая все законы физики. У НЛО не наблюдалось крыльев, двигателей, пропеллеров или каких-либо других элементов конструкции, помогающих преодолевать гравитацию. В доказательство Дэвид Фейвор привел короткое видео, тот самый Флёр-1, о котором говорилось на слушаниях в подкомитете Конгресса годом раньше. Мы еще рассмотрим его подробнее и узнаем мнение экспертов на этот счет. А пока вернемся на заседание Конгресса. На нем также выступил бывший пилот ВМС Райан Грейвс. Он заявил, что его эскадрилья неоднократно сталкивалась с таинственными летающими объектами. Странные аппараты, несмотря на ураганный ветер, долгое время неподвижно висели в воздухе. Подобные явления, по словам Грейвса, другие военные пилоты тоже видят регулярно. Это травмирует летчиков и вызывает у них опасения за свою безопасность. Но почему тогда у командования почти нет докладов об аномалиях, замеченных в небе? Грейвс это пояснил. Военных, сообщающих об НЛО, отправляют на проверку, включая психологические тесты, и в конце концов могут лишить работы. Чтобы изменить ситуацию, создана инициативная группа «Американцы за безопасную аэрокосмическую отрасль», которую возглавил Райан Грейвс. Цель организации — побудить летчиков сообщать об инцидентах с НЛО. Очевидцам, которые не боятся предоставить такие свидетельства, предоставляется защита от негативной реакции их командования и других официальных лиц. Кажется, не может быть ничего более откровенного и смелого, чем показания Грейвса. Однако следующий докладчик, бывший сотрудник разведки Дэвид Граш, просто взорвал зал. Он сообщил, что в 2019 году получил задание собрать информацию о программах повышенной секретности в правительстве США. Бывший сотрудник разведки выяснил, что в расположении правительства еще с 30-х годов находятся объекты внеземного происхождения и останки неких нечеловеческих форм жизни. А в Пентагоне вообще существует многолетняя программа по сбору и реконструкции таких аппаратов. Правда, Граш признался, что своими глазами ни НЛО, ни останков пришельцев не видел. Он отправил запрос о доступе к соответствующим материалам, но получил отказ. Тогда Граш принял решение сообщить о собранных данных своему непосредственному начальству и нескольким генеральным инспекторам. Единственным результатом было увольнение его из силовых структур. Бывший разведчик добавил, что финансирование указанных программ вынесено за пределы контроля Конгресса и осуществляется за счет нецелевого использования государственных средств. Реакция на это заявление от официальных лиц оказалась вполне предсказуемой.
Представитель Министерства обороны Сьюзан Гофф пояснила конгрессменам, что специальная комиссия занималась данным вопросом. И, конечно же, она не выявила точных фактов существования внеземных материалов. Никаких обломков неопознанных летательных средств в качестве доказательства ей предоставлено не было. Нет сообщений или неоспоримых видеоматериалов о потерпевших крушение летающих тарелках или таких, что сбито армейскими подразделениями. По итогам заседания конгрессмены решили, что сейчас не имеют достаточных оснований признать инопланетное происхождение представленных им неопознанных явлениях в воздухе. В то же время все, как и на предыдущем заседании, согласились с тем, что непонятные летающие объекты представляют угрозу для национальной безопасности, а вот как с ними оперативно разобраться, пока никто не предложил. Но люди хотят знать уже сейчас, что за штуки часто кружат в воздушном пространстве над их головой. Особенный интерес вызывают те, которые запечатлели летчики на 3 упомянутых в Конгрессе именных видео. Вдруг на них действительно сняты летательные аппараты инопланетян? Некоторые авторитетные в своих кругах уфологи считают это вполне вероятным. На фото и видео, по их мнению, явно летающие тарелки или другие НЛО. Ведь иначе никак не объяснить аномальные свойства подобных объектов. В отличие от уфологов, эксперты предлагают свидетельствам о летающих тарелках вполне реальные объяснения, лишенные мистики. Давайте проведем собственное расследование и решим, кто же прав. Флёр-1. Возьмем видео Флёр-1, снятое в 2004 году. Его называют «Тик-так» из-за формы попавшего на камеру объекта, похожего на конфету. Это видео, которое признал подлинным Пентагон, вызвало большой резонанс, но скорее псевдонаучный. Масло в огонь подлил авторитетный сайт «Популярная механика». Якобы от своих анонимных источников там узнали, что изначально видео было 10-минутным, но появились зловещие люди в черном, забрали запись и удалили ее большую часть. Сторонники мировых заговоров и конспирологии как могли разгоняли эти слухи, пока их не пресек Дэвид Флейвор, который был на борту самолета при съемках. Он заявил, что подобные рассказы — полная чепуха, не было никаких людей в черном, и вообще никто из экипажа не смог бы снять столь длинный ролик при быстром движении самолета. Так что запись с НЛО представлена полностью и в первоначальном варианте. Но все равно, согласитесь, с объектом явно что-то не так. Как он может лететь на безумной скорости? Эксперты отмечают, что это именно тот случай, когда не следует верить своим глазам. Аномальная скорость НЛО – просто иллюзия, которую создают особенности камеры и движения самолета. Чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть параметры записи. К счастью, система сохраняет их и по запросу выводит на экран. Возьмем такую функцию, как зум. Если выставить на ней 2.0, то объект приблизится в 2 раза, а другая функция NAR означает режим узкого поля зрения. С переводом камеры на этот режим при съемке с самолета объект сначала мчится из кадра, затем появляется снова, но меньшего размера. Далее, в случае потери цели при движении самолета, режим автоматически меняется на MFOV – среднее поле зрения. С таким параметром камера вновь ловит объект и следит за ним. Но через несколько секунд режим опять возвращается на узкий, и объект снова несется за кадр. Вот так иллюзия скорости возникает из-за автоматического переключения режимов для захвата цели. И мы можем опровергнуть утверждение о мегаразгоне Флёр-1. Однако мы не получили ответ, что за странная тарелка или сфера движется в небе. Да еще и меняет цвет с черного на белый. По мнению экспертов, это просто самолет, а разгадка смены им цвета очень проста. Ее подсказали опять же параметры записи. Сохранились данные, что камера стояла в режиме TV, то есть она фиксировала происходящее без фильтров. Если солнце находилось за объектом, он становился черным и наоборот. Наверное, каждый видел, как в зависимости от положения к солнцу меняет цвет пролетающий самолет. Подобная история, к слову, случилась в Чили. Летчики сняли с вертолета объект, похожий на НЛО. Он напоминал то ли круглую тарелку, то ли овал и менял цвет с черного на белый. Оказалось, что это обычный самолет, который находился на расстоянии 60 километров. К такому выводу пришел исследователь Мик Уэст, известный разоблачениями НЛО на своем сайте и телеграм-канале. Он собрал все данные о съемке с вертолета, на какой высоте она проводилась, какая местность попала в поле зрения камеры, и вычислил даже номер самолета.
который в то время заходил рядом на посадку. Однако вернемся к объекту Флёр-1. Нам остается выяснить, почему самолет на видео похож на Тик-Так, или, скорее, уродливый арахис. Как говорят эксперты, в небе запечатлен не сам самолет, а его двигатели. Большие температуры на камерах фиксируются как черное или, если инвертировать, белое пятно. Оба этих режима есть на аппаратуре истребителей. Go Fast. Но вот Go Fast — нечто еще более безумно загадочное и интригующее. Ролик снят с истребителя, взлетевшего с авианосца Теодор Рузвельт у побережья Флориды в 2015 году. На видео кажется, что небольшой объект в форме тарелки мчится буквально по кромке воды Атлантического океана. По мнению уфологов, так низко и быстро лететь могло только НЛО. Но эксперты другого мнения. И вот почему. Если вывести данные о съемке на экран, они покажут, что самолет движется на высоте 7620 метров. Расстояние от него до неопознанного объекта 4,4 морские мили или 7400 метров. Но что мы имеем в результате? Непонятное тело действительно летит всего в 220 метрах над водой. Получается, уфологи правы? Если бы самолет двигался прямо над целью, то да. Вот только на экране указан угол съемки не 90, а 26 градусов. После несложных тригонометрических расчетов по углу и расстоянию выходит, что объект находился очень высоко, где-то в 4 километрах над океаном. Его немыслимая скорость тоже иллюзорна и возникает из-за эффекта параллакса. Чем дальше расстояние от камеры, тем быстрее кажется скорость предмета съемки. Вы легко убедитесь в этом, если возьмете линейку и проведете вдоль нее, скажем, просто пальцем. За 1 секунду ваш палец передвинется приблизительно на 5 сантиметров. А если убрать линейку на несколько метров, то вы за секунду на расстоянии проведете пальцем вдоль всей ее длины. То есть визуально получается, что скорость движения вашего пальца выросла. На самом деле рука движется в обоих случаях примерно одинаково. Так и в случае с Go Fast. Весь объект, как показывает зум, находился очень далеко. В итоге получается, что Go Fast летел достаточно медленно и на значительном расстоянии от воды. Это вполне мог быть метеозонд. Гимбал. Совсем другое дело с гимбал. Съемка тоже велась в 2015 году с самолета, взлетевшего с авианосца Теодор Рузвельт. Но это совсем разные истории, и гимбал кажется нечто совершенно потрясающее. Дело в том, что объект вращается как карусель. Его точно не припишешь к самолетам или метеозондам. Уфологи очень обрадовались аномальной карусели и заявили, что это бесспорно НЛО. Однако безоговорочно принимать их точку зрения мы не будем. Послушаем, что скажут эксперты. Начнем не с вращения, а с формы гимбал. Мик Уэст, которого мы вновь привлечем к нашему расследованию, считает, что так может выглядеть, вы не поверите. Опять самолет, только реактивный. У него 2 двигателя, расположенные рядом друг с другом. Блики от этих двигателей могут казаться намного больше, чем сама машина. Они и затенили самолет, придав ему на снимке необычную форму. Тем более зум показывает, что съемка велась на максимальном отдалении. В этом можно убедиться с помощью простого эксперимента. Если посветить в объектив камеры фонариком и сфотографировать его, эффект окажется примерно тем же. А вот вращение для реактивного самолета в данном деле неестественно. Но Уэст сумел объяснить и это. Объект поворачивается только если камера колеблется от движения самолета. Она выполняет свою задачу стабилизировать картинку. Но когда достигает цели, блик все равно продолжает движение и создает эффект карусели. Впрочем, есть у летчиков съемки еще круче. На одном из видео зафиксирована целая флотилия НЛО. 18-секундное видео 3 совершенно невероятных зеленых пирамид с мигающими огнями снято у побережья Сан-Диего. Объекты буквально парят над эсминцем ВМС США «Омаха». Ролик в 2019 году обнародовал режиссер Джереми Корбелл, известный сторонником существования НЛО. По словам Корбелла, изображение сделал летчик из кабины истребителя.
Режиссер считает съемку одним из лучших подтверждений существования инопланетных летательных аппаратов. По его мнению, объекты земного производства не могут быть такой формы и не способны надолго без движения зависать в небе. Верна ли версия Корбелла? И вообще, что это за видео? Мик Уэст пояснил, что здесь нет ничего сверхъестественного. Мистический ореол снимку придает известный фотографический эффект боке. Он возникает, когда камера фиксирует изображение не в фокусе света. Уэст также выложил на YouTube видео, где демонстрирует эффект боке в случае с зелеными пирамидами. Эксперт подчеркивает, что любая камера ночного видения с треугольной апертурой, отверстием для сбора света, покажет такие объекты. А их мигание идентично навигационным огням самолетов. Амаха шла по территории, где расположен оживленный авиамаршрут с Гавайев в Лос-Анджелес. В то время над кораблем, несомненно, пролетала целая куча самолетов. Их яркие огни и тепло от двигателей могли дать изображение на инфракрасной камере, аналогичное представленному Корбеллом. Позже в Пентагоне, как мы говорили, тоже пришли к выводу, что на камеру попали самолеты, только это беспилотники, которые могут зависать на одном месте. В районе проведения съемки их тогда было очень много. Но почему объекты треугольные? Это результат того, что свет проходит через системы ночного видения, а затем записывается зеркальной камерой. В то же время существует видео, которым пока вообще не дано каких-либо объяснений. НЛО в один кадр. На слушаниях в Конгрессе в 2022 году, как мы говорили, продемонстрировано мгновенное видео, сделанное через окно истребителя FA-18. На нем в небе промелькнул какой-то странный круг или сфера. Что именно в данном случае зафиксировала камера, в Пентагоне объяснить не смогли. По мнению военных, для выводов запись слишком короткая. На слушаниях только с третьей попытки удалось поймать и остановить кадр со странным летящим объектом. Эксперты тоже не особо заинтересовались снимком, только вскользь заметили, что это, скорее всего, большой и высоко взмывший в небо воздушный шар. Сфера, желудь и дирижабль. Примерно такая же история с НЛО, похожими на сферу, желудь и отсвечивающий металлом дирижабль. О них мы упоминали в самом начале нашего видео. Пентагон признал съемку, которую в течение 20 минут провел летчик FA-18 подлинной. Однако военные не дали конкретного ответа на вопрос, что на них запечатлено. По заявлению ведомства, на этих и других видео может быть что угодно. Во время слушаний в Конгрессе заместитель министра обороны по разведке и безопасности Рональд Моултри назвал возможных кандидатов. Это метеозонды, воздушные шары, дроны, орбитальный мусор, птицы. Аномалии к тому же способны вызвать атмосферные явления, кристаллы льда, влажность, колебания температуры, а то и просто ошибки радара или глюки камеры. Не исключено, что под НЛО маскируют неизвестные технологии. Наконец, по словам Моултри, в небе может пролететь что-то другое. Вот это другое оставляет лазейку для внеземного происхождения ряда неопознанных объектов в небе. И вообще, раз силовики изучают НЛО, значит, не отрицают возможность прилета инопланетян. Пентагон продолжает собирать свидетельства очевидцев. Для экипажей ВМС и ВВС разработана пошаговая процедура сообщения о летающих аномалиях с помощью их коленной доски в кабине. По этой схеме уже получено большое количество свидетельств. Возможно, среди них найдется видео объекта, чье внеземное происхождение эксперты не смогут опровергнуть. Или не найдется. Есть ли среди неопознанных воздушных явлений, снятых летчиками и НЛО? Из самолетов, конечно, виднее, что происходит в небе. Но и различных природных явлений, которые можно принять за что-то мистическое, там хватает. Об этих явлениях, несомненно, больше знают ученые, а не военные. Они тоже часто фиксируют аномальные объекты в космосе, причем очень давно. Вот только одно из свидетельств, сделанное почти 150 лет назад. В 1878 году директора обсерватории Уорнер Льюис Свифт и обсерватории Мичиганского университета Джеймс Уотсон вели наблюдение за полным солнечным затмением. Ученые находились на расстоянии 300 километров друг от друга. Тем не менее, каждый из них в одно и то же время увидел невероятную картину. Два неизвестных объекта красного цвета, размером чуть меньше Меркурия, неподалеку от Солнца. Астрономы предположили, что обнаружили новые планеты.
Но это оказалось не так. После исследований выяснилось, что в 3032 тысячах километрах от Земли пролетало нечто непонятное. Больший и более удаленный из объектов достигал в диаметре более 2,5 километров, а меньший был на 90% меньше. Что именно наблюдали астрономы, до сих пор не выяснено. В современную эпоху быстрого развития технологий и освоения космоса подобные события случаются намного чаще. Настоящими сенсациями становятся сообщения об НЛО от космонавтов, фото с искусственных спутников и зондов. Так, в 1965 году на 20-м витке по околоземной орбите корабля Gemini-4 астронавт Джеймс МакДивитт заметил в иллюминатор неустановленный летательный аппарат. Из него торчало нечто похожее на длинные руки. МакДивитт утверждает, что успел сфотографировать эту жуткую картину, но после проявления пленки не смог обнаружить нужный снимок. Есть также сведения, что астронавты космического корабля «Колумбия» во время ряда полетов стали свидетелями сотен объектов, летающих вокруг шаттла. Они даже фиксировали НЛО на камеру, способную видеть за пределами видимого светового спектра. Но данные снимки, по непроверенным данным, засекречены. После этого ученые не раз ловили вокруг Луны и на ее поверхности необъяснимые объекты или свечения. Они появлялись обычно совсем ненадолго и получили общее название короткоживущих аномальных явлений. А в 2020 году российский космонавт Иван Вагнер запечатлел с борта Международной космической станции целую флотилию НЛО. Иван Вагнер опубликовал в Твиттере одноминутное видео, показывающее пик Аврор, которые он снимал во время полета между Антарктикой и Австралией, и предупредил, что там скрывается некая сенсация. На 9 и 12 секундах в ролике чуть выше изгиба Земли появились 5 непонятных объектов, двигавшихся рядом на одинаковом расстоянии друг от друга. Космонавт объяснил, что на самом деле НЛО были видны в небе на не 4 секунды, а дольше. Съемка велась с частотой 1 кадр в секунду, а затем собиралось видео 25 кадров в секунду. То есть реальное время наблюдения составляет 52 секунды. Вагнер назвал неопознанные объекты космическими гостями и сообщил, что передал кадры для анализа в Роскосмос. Официального заключения от организации пока нет, но некоторые астрономы считают, что это всего лишь спутники Starlink. Просто они очень странно выглядели с борта МКС. К слову, саму Международную космическую станцию тоже нередко принимают за НЛО. Людей сбивает с толку то, что она ярче большинства объектов ночного неба. И, кроме того, очень быстро летит, всего за несколько минут визуально пересекая небо. Еще с космическим кораблем инопланетян часто путают Венеру. Планета вращается вокруг Солнца внутри орбиты Земли. С нашей точки зрения она постоянно выскакивает по обе стороны от звезды, что может показаться похожим на движение НЛО. То же самое и с Луной. Порой при взгляде с Земли наш спутник принимает причудливые формы и отливает фантастическим светом. Из-за этого небесное тело у некоторых наблюдателей ассоциируется с каким-то диковинным летательным аппаратом. И вообще, у Луны давно сложилась репутация некого таинственного прибежища инопланетян. Ходят, например, слухи, что американские астронавты, высадившиеся на спутник Земли с корабля Аполлон-11, столкнулись с какими-то странными объектами. По всей вероятности, это были НЛО, которые сопровождали их до самой Луны. Марс тоже преподносит немало подобных сюрпризов. Зонды и марсоходы регулярно фиксируют на Красной планете непонятные объекты. Правда, большинству из них быстро находится объяснение. Но есть такие, что остаются загадкой. Так, марсоход «Настойчивость», который прибыл на Марс в 2020 году, снимает на фото или видео все свои передвижения. В этом марсоходу помогает беспилотный вертолет Ingenuity, тоже оборудованный камерой. Миниатюрная машина весом всего около 2 килограммов прибыла на планету внутри «Настойчивости». Именно этот крошечный беспилотник сделал фото, которое вызвало шквал комментариев в соцсетях. Давайте посмотрим на знаменитое изображение. В центре кадра среди марсианских песков видна коническая конструкция. Не правда ли она очень похожа на летающую тарелку? Именно таким мы представляем космический корабль инопланетян благодаря многочисленным фильмам, компьютерным играм и видео. И мечтаем когда-то увидеть его на реальном фото.
Однако это не тот случай. Ученые НАСА рассказали, что в действительности на изображение попала оболочка корпуса марсохода. Она защищала аппарат в космосе и во время огненного спуска к поверхности планеты. Вокруг оболочки можно заметить множество всяческих обломков, разбросанных во время приземления. А в верхнем левом углу снимка парашют аэрокосмического снаряда шириной 21,5 метра. Он считается самым большим из когда-либо развернутых на Марсе. Но любители поиска инопланетных цивилизаций не сдались. Энтузиасты нашли другие фото, якобы свидетельствующие об НЛО на Красной планете. Вот на этом снимке виден удивительный летающий объект. Причем он появляется только на третьем из 4 изображений, сделанных одно за другим. Так что это не просто отражение пылинки на объективе камеры. Похоже, в небе в самом деле находится что-то странное. Охотники за инопланетянами сразу же предположили, что это корабль внеземных цивилизаций, хотя у черного объекта в небе очень причудливый и не похожий на летательный аппарат вид. Но сторонники НЛО парируют, что речь идет не об обычном самолете или ракете, а о средстве передвижения из иных миров. Оно не обязательно должно хоть отдаленно напоминать наши летательные аппараты. Зеленые человечки, разумные слизни или кто-то другой, по их мнению, постоянно следят с космолетов за нашими передвижениями по космосу. И вот, наконец-то, марсоходу удалось их засечь. НАСА не прокомментировали это изображение, как и некоторые другие странные снимки и события на Марсе. Вероятно, в настоящее время у ученых не хватает сведений для полного анализа и объяснения подобных аномалий. Тем не менее, в американском космическом агентстве полностью не отмахиваются от подобных сигналов. Недавно НАСА создала специальную комиссию по работе с информацией о неопознанных аномальных явлениях. Комиссия уже провела свое первое публичное заседание. Там заявлено, что аномальными можно назвать от 2 до 5% объектов из общей базы данных. И сейчас ученые их тщательно изучают. Конечно, НАСА вряд ли рассчитывает обнаружить доказательства визитов разумных инопланетян. Хотя такая вероятность не исключена. В американском космическом агентстве скорее хотят провести своего рода аудит неба и выяснить, что происходит вокруг Земли в последнее время. Сюда входят и редкие погодные явления, которые часто принимают за НЛО. Некоторые из аномалий на протяжении веков сводили с ума ученых, пока окончательно не удалось их подтвердить. Вы слышали о чудесных спрайтах? Так называют большие электрические разряды, которые освещают верхние слои атмосферы Земли светящимися красными пятнами и полосами. Их часто сравнивают с причудливыми небесными медузами. Эти явления долго не хотели открывать свои тайны ученым. Небесных медуз наблюдают в небе с 1886 года, и все время считалось, что они образуются над грозами. А многие ученые вообще скептически относились к существованию спрайтов, несмотря на многочисленные свидетельства о них. Потребовалось 100 лет и разработка высокоскоростных камер, прежде чем явления запечатлели на снимках. Сейчас в научном сообществе все признали реальность спрайтов, хотя причина их образования по-прежнему остается загадкой. Подобное может произойти и в отношении НЛО. Однажды мы узнаем, что они лишь игра природы, как и спрайты, или наоборот, окончательно убедимся в их принадлежности инопланетянам. Чтобы быстрее это выяснить, по всему миру объявлена охота на летающие тарелки. Любой желающий может принять в ней участие, активировав портал обзора вселенной Wikisky. Им уже воспользовались сотни людей и обнаружили кое-что интересное. Особенно горячо обсуждались подозрительные артефакты, которые участники Wikisky наблюдали в 2010 году. К Земле летели объекты цилиндрической, круглой либо стержневой формы. Многие сочли их похожими на огромные инопланетные корабли, которые движутся в сторону нашей планеты. Ученые с этим не согласились, а странные объекты действительно просто исчезли с неба. Но тысячи энтузиастов продолжают следить за близким к нам космическим пространством. Правительства и военные ведущих стран тоже, как мы выяснили, стали чаще реагировать на подобные сигналы. Несомненно, шансы все узнать об НЛО при такой активности намного возросли. Даже если результаты нас разочаруют, это лучше, чем неведение, ведь любые воздушные явления, которые до конца не изучены, могут быть опасны для спутников или самолетов. И согласитесь, космическим путешественникам станет в небе комфортнее, если они будут точно знать, что летает вокруг.